Я должен вам признаться. У меня зависимость от аниме. Несмотря на достаточно высокую привередливость в вопросе, что посмотреть и что играть, я всегда смотрю какое-либо аниме, и зачастую это слайсухи. Но всегда есть такое аниме, посмотрев которое, ничего не ждешь, а оно оказывается такой имбой, что потом сидишь и думаешь: ё-моё, как же жаль, что больше такого ничего нет. Майонака Панч идеально подходит под это определение. Оно классное, качественно сделанное, и его интересно смотреть, а что самое главное, оно про ютубера, а то есть про меня. Правда нет, все же немножко не про меня, потому что оно про японский ютуб, а не про наш с вами, который сильно отличается тем, что они у себя там смотрят. Делать видео отдельно про одно хорошее, маленькое, миленькое, прикольное аниме без особого смысла — это не самая крутая идея, как по мне. Но посмотрим, насколько сильно вам зайдет, и если будет всего лишь 1 миллион лайков, то выйдет новая часть этого шоу. Что посмотреть, если хочется японщины. Зачем я живу? Чтобы подписаться и кликнуть колокольчик, мой друг. Давай. Я жду. Бля, нет, что-то хуйня какая-то. Который сильно отличается тем, что они у себя там смотрят. Аниме встречает нас именно описанием ситуации. Что у них, так же как и у нас, есть площадка для того, чтобы заливать свои ролики. И для того, чтобы их смотреть, естественно. Но сразу за этим нас встречает другая ситуация. И вот это уже реально ситуация. Две подруги главной героини обвиняют ее на прямой трансляции во всех грехах, чтобы ее отменили на потеху публики. Хотя до ситуации они дружили и активно вместе развивали общий канал. Сестры на хайпе. Какое дебильное название, реально. Когда столько оскорблений сыпется на бедную девулю, а она даже ответить не может, ее начинает реально крыть. И так как живут они вместе, она решает ворваться к себе домой, чтобы восстановить справедливость, сорвать трансляцию, а потом вести себя так, будто смелости у нее на нормальную ответку не хватает. Честно, первые 5 минут аниме показывает очень реалистичную, несправедливую ситуацию, где главная героиня может и не до конца права, но точно жертва. И сделать она с этим ничего не может. Ее выперли из трио, а подруги стали уже бывшими подругами. Она отвечает за огромное количество моментов производства, но вот она уже совсем не нужна, и говорят ей об этом примерно так. Это ведь я всегда занималась планированием. Ты просто делала, что хотела. Съемка и монтаж тоже были, но этим займется Томми. А еще мы найдем для этого человека, так что это не проблема. Вы на смартфон снимаете? Ну да, и редактируем на нем же. Попытка выложить что-то самостоятельно встречает большое количество хейта в интернете. А она боится хейта. Очень боится. И вся эта картина, честно говоря, выглядит очень жалко. И это все зрителю показывают в аниме первые 5 минут. Из диалогов легко можно сложить что да как. Что происходит сейчас. И картина складывается достаточно понятная и простая, но оттого не менее неприятная, если смотреть со стороны этой любительницы помахать кулаками. Ее, кстати, зовут Масаки. Знакомьтесь. Масаки попала в точку невозврата, где с Ютуба ты отправляешься на завод, несмотря на все ее навыки в монтаже и прочем продвижении. Да блять. И так бы все и случилось, но все, что нужно, это найти правильных людей в нужный момент, которых она будет продюсировать из тени, используя свой опыт, и одновременно тех, кто будет согласен работать с ней, несмотря на ее токсичность, а еще чтобы это были люди далекие от сцены и не осуждающие ее, и это практически невозможный список, если только вы не в аниме. Поэтому дальше по ходу истории представляют целое поместье вампиров, которое, к сожалению, находится в долгах. Они живут себе мирно и подрабатывают, чтобы содержать его, соблюдают маскарад, так сказать. И то, что делает это аниме реально интересным, на примере, это шутка про то, что маленькая девочка вложилась в крипту и осталась в долгах. Это аниме умеет смешно пошутить. Сразу за этим идет собеседование, и Масаки видит все оттенки ужасного, где практически все люди приходят с целью или наебать ее, или похайпить на скандале. Такая ситуация называется «Пришел настоящий кадр». Персонаж. Но Масаки реально повезло. В нее влюбилась самая главная и крутая вампирша из поместья, которая спустя сон в 20 лет увидела ее в рекомендациях маленького криптоинвестора и написала ей сообщение. Масаки его проигнорировала. Но благо ей пьяный, никому не нужный, приходит в голову идея, что надо сходить в место, где они сняли свое первое залетевшее видео, в заброшенную больницу.
Ситуация все еще жалкая. Она ходит, пытается что-то из себя выдавить, и ничего не получается. До момента, пока на нее не нападает вампир. И она предлагает вурдалаку сниматься в ее роликах, а за 1 000 000 подписчиков напиться ее крови. Ну, типа, насильно она это сделать не может, а маскарад-то соблюдать надо. После такого абсолютно точно хочется посмотреть 2-ю серию. Четко пояснен сюжет. Он интригует, потому что прост для восприятия и шутки были правда забавными. Среди других аниме, исекаев и прочей херни, что выходит в каждом сезоне, это аниме было сделано со стилем, и оно выделяется. Особенно потому, что оно про японского мистера Биста. И что самое главное, все это не оказывается сном Масаки. Она просыпается, шлет нахуй своих бывших подруг и идет в горы в домик, где живут летучие мышки. А дальше начинаем фармить зрителей. К сожалению, это японский, а не американский YouTube, поэтому видео у них будет поскучнее и страннее. В стране, где на телевизоре даже в шоу импровизация есть сценарий, что кто посекундно будет делать, у них соответствующий контент и на YouTube. Вот с такой вот плашкой спасибо, что разрешили снимать. Успех есть даже несмотря на то, что все еще видно пару хейт-комментариев. Проблема в том, что у Масаки был гениальный план использовать силы вампиров, а вампиры не хотят, чтобы о них знали. Поэтому им запрещают снимать даже под условием, что везде пропишут про спецэффекты. Ну капец, придется что? Придется пыжиться, как остальные люди, и снимать дебильные совместные челленджи по типу «Я поехал на необитаемый остров и прожил там целых 3 дня». В остальное же время забивать канал отдельными видео, где каждый житель поместья имеет свою рубрику. Про пение, про еду, про готовку еды и про азартные игры. А могли бы делать видео про скандалы в Твиттере. Да, челленджи на японском ютубе какие-то совсем ложовые. И просмотры вообще фуфел. Надо что-то делать, и нам представляют нового персонажа, который как будто сможет изменить положение дел, но нет. Индия Гамблкор Japan Style женщины отметаются. Отметаются очень резко, потому что главная черта Масаки в том, что она чрезвычайно токсична. Такой лютый токсик. Она отметает не только чужие идеи, но и обстоятельства, чувства и мысли, и полностью погружается в важность своей мании идеи сделать ролики. Крутые ролики, которые потом посмотрят миллионы людей. Она не умеет работать в команде. Она грубая и дурна. Эгоистична даже в моментах, когда это выглядит очень странным, и именно от этого она потихоньку лечится все аниме. В Майнака Панч есть куча арок, которые, грубо говоря, неинтересны. В какой-то момент персонажам ни с того ни с сего делают ограничения по времени на их главную цель, и выглядит это очень натянуто. Но не выглядят натянутыми те моменты, где Масаки пытается разобраться, что она раньше делала не так. И не выглядят натянутыми моменты, где Масаки обсуждает внутреннюю кухню Ютуба, как что правильно делается. На удивление, этот момент показан очень близко к реальности. Она допускает очень типичные ошибки начинающего контент-креатора. Она пытается следовать трендам, делать то, что популярно, ебашить как черт, выпуская по 2 ролика каждый день, упиваясь энергетиками, не повторять дома ни в коем случае. И получается у нее по итогу ничего. Ничего не получается с таким подходом. Она врезает самые интересные моменты из видео, где ребята просто дурачатся и проявляют себя. И вместо того, чтобы утонуть в безызвестности и пойти работать, на завод, как я и говорю, там, я не знаю, в кофейню, мистеру Ананасу приходит в голову идея, что, возможно, она в чем-то заблуждалась. Она снова делает фокус на командной работе банды и на их взаимодействии, что приводит к большому результату. Ну или она просто сняла их в бане. これで1日1本投稿に戻せるね。ちょっと待って、これからも1日3本は。まさき。Да ебашь вообще по 10.